На этом уроке разберем, каким образом посмотреть две функции. Это тангенс угла и котангенс угла. Построим сначала координатную плоскость, на ней, естественно, проведем единичный округ. Проведем координатную плоскость. Ось x, ось y, 0. И проведем значение положительное. Тут я пишу минус бесконечность. Здесь напишу плюс бесконечность. Для y то же самое. Плюс бесконечность и минус бесконечность. Проведем единичную окружность, которая даст нам возможность построить еще одну дополнительную ось, которая будет вам помогать строить тот же, как будет проходить и какое будет положительное и отрицательное значение иметь либо тангенс, либо котангенс. Рассмотрим, каким образом тангенс будет здесь отражаться. Проведем радиус. Еще раз говорю о том, что радиус у нас равен единичке. Здесь у нас угол 90 градусов, либо π на 2. Здесь у нас 180 градусов, либо π. Здесь 270 градусов, либо 3/2 π. Это 0 для начала и для полного оборота 360 градусов, либо 2 π. Когда мы строили для угла альфа, определяли значение синуса и косинуса, мы определили о том, что его проекция на ось x является значением косинуса. Вот это значение косинуса. То есть ось x показывает, каким образом, какое значение косинуса угла. А ось y показывает значение синуса. Проведем еще одну ось, которая будет параллельна оси y и будет проходить через точку +1 оси x. Вот так проведем. Когда мы определяли значение синуса и косинуса, мы брали отношение противоположного катета к гипотенузе. Чем обусловлено, что эта ось показывает значение косинус? Тем, что у нас радиус этой единичной окружности равен единичке. Поэтому отношение и косинуса, и синуса будет просто показывать, какое значение будет этот катет иметь. И этот катет показывает, какой будет косинус, а этот катет показывает какой-то синус. То есть у нас удобно было тем, что мы написали, допустим, синус альфа равен, обозначим это значением а, это значением b. Синус альфа это было а разделить на r. И поскольку у нас r было равно единичке, то синус альфа просто был равен а, вот этому значению на оси y. И косинус, естественно, альфа был отношение b к радиусу. И коль радиус у нас равен единице, то просто косинус альфа был равен b. Величине вот этого отрезка в единичной окружности. Естественно, от тангенс альфа у нас это отношение противоположного катета к прилежащему катету. Тангенс альфа мы определяем как отношение противолежащего катета к углу прилежащему катету, прямоугольным треугольником. И, естественно, оба этих величины они не всегда равны единице, что не всегда можно удобно определить. Было бы неплохо также, если бы знаменатель этого выражения тоже был равен единице. Как это сделать? Сделать это дело очень просто. Взять, продлить радиус до пересечения вот этой линии. Вот этой линии, которую мы провели под углом 90 градусов и через точку плюс единица к оси x. Обратите внимание, теперь вот у нас образовалось два треугольника. Один треугольник, вот этот, и второй треугольник, побольше. Этот треугольник у нас имеет радиус и гипотенузу равно единице, но больше треугольник, но обозначим эту точку, например, это будет точка А, эту точку обозначим точку К. Внизу будет точка Б. То есть у нас треугольник АОБ и треугольник КО. Тут надо обозначить эту точку, мы обозначим точкой, например, D. И треугольник КОД. Подобные треугольники, углы это одинаковые, они оба прямоугольные треугольники, значит они подобные. И теперь в этом треугольнике, в большом, отношение этого катета к этому катету будет тоже тангенсом угла альфа. То есть мы можем сказать, что в треугольнике КОД поделить на ОД будет равно тангенс альфа. И этот тангенс альфа точно так же будет равен значению А делить на Б, потому что треугольники подобны. Чем нам такая замена выгодна? Нам она выгодна тем, что ОД у нас равен единице. Видите? ОД равен единице. Тогда тангенс альфа будет просто равен вот этому отрезку. И если мы увеличиваем угол, хотим узнать, какое значение будет тангенса от этого угла, что получается? Вот радиус закончился. Синус и косинус мы можем определить вот здесь, вот так, опустив перпендикулярно на ось x и ось y. А тангенс определяется вот этим значением, этой величиной, которую пересекает продолжение радиуса
до вот этой оси. Если у нас ось x является показателем для косинуса, ось y показывает, каким образом у него значение синуса для угла, то вот эта рядом ось, которая проходит параллельно оси y через единицу плюс единицу перпендикулярно оси x, показывает значение тангенса. Здесь у нас тангенс будет положительный, здесь у нас тангенс будет отрицательный. Почему? Это станет понятно. Это ось тангенса. Это его бесконечность минус бесконечность, это плюс бесконечность. Смотрите, в данном первом квадранте у нас получается, что и синус, и косинус положительный. Синус положительный и косинус положительный. Естественно, синус разделить на косинус, чему равен тангенс альфа, тоже положительное значение. Мы знаем, что это будет равно синус альфа поделить на косинус альфа. Оба вот эти величины в этом квадранте положительны. Но давайте посмотрим этот квадрат. В данном случае, если я провожу здесь радиус, и угол у меня вот такой, находится между 90 градусов и 180 градусов, у него синус положительный, а косинус отрицательный. В любом случае, вот это выражение даст нам отрицательное значение. И что получается? Если мы продлим вот этот радиус до пересечения с осью тангенса, он тоже будет здесь отрицательный. Если мы имеем какой-то угол, неважно, мы можем его построить где угодно. Строим, например, в этом квадранте. Если мы построим в этом квадранте угол, куда будет и синус отрицательный, и косинус отрицательный. А тангенс оказывается положительный. Видите? То есть, если мы продлим радиус до пересечения с осью тангенса, он будет положительный. Параллельно оси y через точку плюс 1 на оси x мы можем просто провести ось тангенса. Она нам всегда может показать, какой будет знак в каком-то угле и где тангенс существует, где он не существует. Легко же показать, что если угол повернут таким образом, что он будет очень близко находиться к оси y, на 90 градусов, 89, еще копейками, тогда тангенс очень далеко уходит, у него будет очень большое значение. А вот когда угол равен 90 градусов, тангенса не существует. А почему? Потому что косинус равен нулю. Это получается параллельная линия, то есть он просто не существует. Дальше, после того, как угол уже будет 91 градус, и тангенс, оказывается, становится отрицательным. Путешествуя по этой единичной окружности вот с этой осью тангенса, мы можем всегда знать, какое значение положительное или отрицательное может иметь тангенс. Давайте посмотрим, как же нам быть с котангенсом. Котангенс – это обратная величина тангенса, и каким образом его пристроить к единичной окружности. Построим опять координатную плоскость x, y. Проведем единичную окружность с радиусом равным единице, r равно единичке. Это у нас будет плюс единица, это плюс единица y, это точка 0, это минус единица y. Это мы уже знаем, что это у нас ось, которая дает нам значение косинусов. Y – это ось, которая показывает значение синуса. То есть, если мы опускаем перпендикуляры, это будет косинус, это будет синус. Это угол 90 градусов. Начинаем с 0 градусов, 90 градусов, это 180 градусов, 270 градусов и 360 градусов. То есть, значение π на 2 – это π, это 3 вторых π. Мы уже знаем о том, что проведя через плюс единицу параллельную оси y, это у нас будет ось тангенса. Вот у нас ось тангенсов. Это тангенс. Плюс бесконечность. Это его значение минус бесконечность. Естественно, это точка 0 тангенса. То есть мы строили как тангенс. Как? Вот с этого треугольника мы получили значение. Для того, чтобы в знаменателе постоянно иметь единичку, мы просто увеличили этот треугольник до пересечения этой оси. Теперь давайте проведем еще одну ось, которая будет параллельно оси x. И посмотрим, что мы можем получить из этого. Мы можем вот этот треугольник, смотрите, увеличить до этого значения. И треугольник у нас, эти два треугольника, они подобные, потому что это угол 90 градусов тоже мы опустили перпендикулярно, тоже 90 градусов угол альфа. Прямоугольный треугольник, два подобных. Это точка А. Значит, в этой точке продолжение радиуса пересекает ось тангенсов, это показывает значение тангенса. Здесь у нас получается вот эта сторона равна вот этой стороне. Почему? Потому что это прямоугольник. И в данном случае котангенс у нас будет обозначен это буквой К, это обозначен буквой М, скажем, это буква Б, это буква С. В данном случае котангенс это будет отношение вот этого катета вот к этому катету, либо этого катета к этому катету. Коли они треугольники подобны, так отношения будут одинаковые. То есть котангенс равен отношению катета ОБ к катету АБ. И то же самое равен отношению катета ОН к катету КН.
Посмотрите, у нас в данном случае катет КМ, как бы мы ни поворачивались, будет равен единице. Всегда. То есть в данном случае у нас получается, что котангенс равен просто значению ОМ, либо значению вот этому сверху от нуля, пусть будет точка N, НК. Продлевая радиус до пересечения с этой линией, мы получаем значение вот это, получаем значение котангенса. В данном случае котангенс здесь положительный. Вот это значение плюс. Это 0, это значение минус. Сейчас поймете почему. То есть это будет ось кота. Смотрите, здесь у нас и синус, и косинус оба положительные. Значит, так мы не поделим, мы получаем в любом случае положительное число. Если косинус положительный делим на синус положительный, мы получаем положительное число. Когда мы переходим на угол больше 90 градусов и меньше 180 градусов, у нас что получается? Синус положительный, косинус отрицательный. Если делим положительное число на отрицательное число, мы получаем отрицательное. У нас котангенс тоже будет отрицательный. Для того, чтобы знать, какое значение котангенса здесь, мы просто продлеваем радиус до пересечения с осью вот этой. Мы знаем, что котангенс у нас находится в отрицательной области, вот такое значение. Угол, вот этот угол, нас показывает, что имеет такое значение. Теперь, если мы увеличиваем угол до такой степени, что мы подходим к 180 градусам, что мы получаем? Мы получаем значение синуса равно нулю. Синус равен нулю, котангенс равен косинус, деленный на синус. Если синус равен нулю, такого не существует. То есть котангенса на угле 180 градусов и на угле 0 градусов параллельно не существует. Дальше, поворачивая значение, мы, например, этот угол, смотрите, я вот сейчас поставлю, я могу знать, что синус у него и косинус будут отрицательные оба, а продолжение этого радиуса до пересечения с осью тангенсов и дальше с осью котангенсов, она показывает, что там вот для этого угла, синус и косинус отрицательные, а тангенс и котангенс будут положительные. Потому что минус на минус это будет плюс. Нарисуем еще раз, будут на этой координатной оси указывать синус, косинус, тангенс, котангенс. Значит, это у нас будет y, это x, минус бесконечность, там плюс бесконечность. Вот так. Мы уже знаем, что ось x, положительное значение, тут его здесь минус единица, ось y минус единица, плюс единица, это значение 0. Ось x у нас показывает значение косинуса. Ось y у нас показывает значение синуса. Возьмем обычный угол альфа, проведем параллельную линию оси y через плюс единицу, ось тангенсов. Это ось тангенсов. Значит, это отрицательное значение тангенса, это положительное значение тангенса. Это значение тангенса 0. Тангенс равен 0, потому что синус равен 0, синус на косинус равен 0. Это значение проведем параллельную линию, параллельную оси x. Вот это будет ось, которая будет определять ось котангенса. Значение минус бесконечности, с этой стороны плюс бесконечность. Вот радиус. Мы сразу можем определить синус, смотрите, и косинус. Косинус и синус. Вот мы определили значение косинуса и синуса при радиусе равно единице. И для того, чтобы выяснить, какие у нас значения будут котангенса и тангенса, мы просто проводим радиус до пересечения с этими двумя осями. То есть это значение у нас получается тангенс, альфа. А вот это значение у нас будет котангенс. Как вы обратили внимание, что они оба находятся на положительном значении. Если мы с этой стороны возьмем другой угол, скажем, вот такой, я его проведу. Вот угол. Синус у нас какой? Положительный. Косинус какой? Отрицательный. Находится в этой области, где минус единица от минус единицы до 0. Вот он, отрицательный. Синус на косинус будет тангенс тоже отрицательный, потому что одно из них отрицательный. И котангенс, оказывается, тоже будет отрицательный, потому что одно из выражений. Вот тангенс синус на косинус, а котангенс он же косинус на синус. Вот, то есть любой из них отрицательный, одно положительный, даст отрицательный. То есть мы проводим, для того, чтобы видеть, какой будет тангенс и котангенс, мы удлиняем этот радиус, то есть проводим дальше его до пересечения с осью котангенсов и дальше. Поскольку, так сказать, вот с этой стороны мы проводим до пересечения с осью тангенса. У нас получается для этого угла и котангенс отрицательный, и тангенс отрицательный. Используя единичную окружность, всегда можно определить значение, не только значение, значение, я имею в виду, со знаками очень легко, чтобы не запутаться. Какие они будут иметь, когда углы имеют соответствующие размеры. Но необходимо не забывать о том, что котангенс и тангенс в некоторых точках не существует. Тангенс не существует, когда угол равен 90 градусов,
А котангенс не существует, когда угол равен 0 и 0 либо 180 градусов. Тангенс это либо 90, либо 270. Когда угол выходит прямо на ось Y с одной и с другой стороны радиус, то тангенс тогда не существует. А котангенс не существует, когда радиус ложится на ось X, вот совпадает с ней, когда синус у нас получается равен нулю. 0 на деление невозможно. Таким образом, единичная окружность очень помогает сразу обращать внимание, каким образом меняются значения и знаки вот этих всех величин, которые сопровождают угол. В дальнейшем я еще попытаюсь построить, каким образом графики строятся для синуса, для косинуса. Вы увидите, что единичная окружность очень хорошо показывает, как и помогает, как строить вот эти все графики. Ну, на этом все.